Друзья, Ultimate Fighting Arena 2023 продолжается, и впереди нас ждет Guilty Gear Strive топ-8. Напоминаю, что Guilty Gear Strive здесь проходит в рамках Arc World Tour, как квалификационный ивент, то есть победитель этого турнира получает, соответственно, право участвовать на финалах Arc World Tour. Финалы, которые пройдут в марте следующего года. Квалификаций осталось не так уж и много. Вот эта квалификация. Квалификация Battle Coliseum, который в эти выходные тоже проходит в Южной Америке. И квалификация в Америке, которая пройдет в январе. Frosty Faustings. Так что не так много шансов, чтобы попасть на финалы. И из этих шансов уже воспользовались, свои квалификации получили следующие игроки. Это Зандо из Израиля, игрок за Рамлеталь. Это Лео из Японии за Фауста. Это Слэш из Саудовской Аравии за Мэй. Леффин из Швеции за Хэппи Хауса. Джонатан Тенс за TOP8 из США. Гобо, Япония, за Аску. Темпест Ник из Соединенных Штатов за Лео и Сина. Даруина, собственно, Заина из Кореи. И еще 3 квалификации будет разыграно. И еще 4 квалификации получат лучшие игроки рейтинга. Напоминаю, что на финалах разыгрывается $100 000. Итак, кто попал в топ-8 здесь? Джейсон Томас, игрок за Нагорьюки. Тайгер Поп за Хэппи Хауса. Верикс, Нагорьюки плеер. Сарани за Милию. По лузерам попали Расо за Джованни и Лео. Умишо за Соло Бэдгая. Крема за Чипазанова и Дейзнологист за Хэппи Хауса. То есть ни один из них пока квалификацию не имеет, но кто-то получит ее сегодня. Также не лишним стоит отметить, что, например, не дошли до топ-8 Леффин, нынешний чемпион Эволюшена, Скилл, занявший 3-е место на финалах Arc World Tour прошлого года. Ну, 2022 имеется в виду. То есть эти двое, ну, которые считались, в общем-то, достаточно серьезной, скажем так, угрозой, оба слетели с дистанции на 9-м месте. Так. По SF6, ну, наверное, все-таки нет, потому что что-то уже бензин заканчивается, скажем так. Не хватит меня на еще один финал. И впереди нас ждет первый матч. Первый матч это Джейсон Томас, напоминаю, это игрок за Наго, против Тайгер Попа, игрока за Хэппи Хауса. К сожалению, здесь есть, были и американские игроки, ну, в основном, конечно, европейские, но, к сожалению, азиатских, по-моему, нет. He has started playing Sol very recently, pretty much like just before OTB, and in fact, he did play OTB pretty much exclusively with Nagoriyuki and got a very famous victory with the Grand Finals against Skill, even beating Skill twice in the same bracket, which ну что ж, is definitely not easy. So has начинают игроки у нас Томас, Джейсон Томас за Наго и Тайгер Поп за Хэппи Хауса. Ну, вообще говоря, Тайгер Поп здесь, ну, вообще на этом турнире он, ну, в принципе, пожалуй, что можно назвать его фаворитом. Его, Разо, Умишо, ну и Леффина, но Леффин не дошел до топ-8. Ну, Нага понерфили, уже давно причем. Ну, не то чтобы он полом. Но все равно он достаточно популярен, кстати говоря, популярный персонаж. Что же касается
Что же касается соло Бэдгая, он очень силен, конечно же. Так, ну что ж, скоро начнется первый матч. Они прям сразу без того, чтобы представлять всех участников, они просто сразу начинают. Напоминаю вам, что третий сезон Guilty Gear Strive в самом разгаре. И первый персонаж уже доступен третьего сезона, уже давно. Это Джонни. Но второй персонаж станет доступен зимой. Личность его пока что неизвестна, но есть определенные слухи о том, что это эльф. Потемкина не тронули, все это не важно, потому что очень скоро будет патч, который много чего добавит в Guilty Gear Strive. Предположительно, как раз таки с DLC персонажа. Absolutely. Okay, you guys can't see it, but we can. The Eagles in the air soar into our first game Ну что ж. Here at UFA 2023. We've got Jason Thomas with the Nagori Yuki. Поехали! Нагорюки против Happy House. Happy House, несмотря на некоторые нерфы, это все еще очень сильный персонаж. Это все еще чар, который имеет сумасшедший просто зонинг, сумасшедший микс и, соответственно, отличные кросапы. Ну и прессинг, конечно. Так, поехали! Полуфинал Винеров. Напоминаю, все матчи до 3 побед. Сразу же с командника Джейсон Томас начинает. Так. Ой-ой-ой, врывается. Угу. Все, ломает стеночку. Бам! Дэмэдж. Конечно. Окей. Быстро так у него хп снимает. Лоу. Ну вообще, здесь хп это такая игра, Guilty Gear Strive, что хп здесь очень быстро тает. Так, Пёрста избежал, но вливает суперку. Угу. Тайгер Поп. Окей. Напоминаю, что этот овердрайв, он заряжает полностью все патроны Happy House. Очень важна концентрация, конечно. Ну, концентрация именно не в плане человека, а в плане шкалы у Happy House. Так, Пёрст закидывает. Угу. Найс. Контроль дистанции от Джейсона Томаса. Ой-ой-ой, в контрхит заходит Тайгер Поп и сразу же овердрайв всаживает. Так. Красап. Двойной красап. Это был двойной красап от Тайгер Попа. Господи, как же он разводит его. Ага. Найс! Вот это в контрхит залетел. И воздушный бросок. Так, стоп. На гарантию. Оп, оп. Ой-ой-ой, тычка заходит. Ломает? Да, ломает стеночку при помощи овердрайва. Джейсон Томас. Ага. Оп. Так, мало хп остается у Тайгер Попа. И окей, залетает. Перфект. Быстро отыгрался Джейсон Томас. Лоу заходит от Тайгер Попа. Здесь, конечно, если прессинг вломит Happy House, то тяжело будет из него выбираться. Так. Угу. Все. Овердрайв он потратил на концентрацию. Даст доходит еще раз от Тайгер Попа. О, боже ты мой. Угу. Не убьет пока что, но... Окей, займе. Так, так. Ой-ой, второй раз на красап не повелся. Бросочек. Так, так. Кроп залетел от Тайгер Попа и забирает он первый бой. 1-0. Покажут что-нибудь, покажут скилл, достойный чемпиона. Угу. 1-0. Ой-ой-ой, на бэкдэше поймал сейчас Тайгер Поп. Так. Бёрст отдает Джейсон Томас. Но это не золотой. Угу. Так, овердрайв тратит на концентрацию. И красап заходит от Тайгер Попа.
Ой-ой-ой, Бёрст свой отдает. Есть випаниш от Тайгер Попа. Так. Врывается. Лоу в контер. Найс! Ой, здорово. Ой, здорово. Детектив Джейсон Томас, убивай. Отлично. Конферт через Роман Кенсел красный и убивает. Окей. Бёрст уже почти накопился у Джейсона Томаса. Хорошо, порвал воздушный бросок. Ой-ой-ой. И может Кёрстом пока что закинуть Тайгер Поп. Так, за Бладметром надо следить, за Бладметром надо следить. Срочно нужен этот командный бросок, чтобы убрать кровь. Так. Ну все, убирает он. Нормально. Бладметр очень быстро накопится. Если он будет продолжать в таком духе. Бросочек от Тайгер Попа. И поехали. Окей. Так. 2 даста поблочил. Все, Джейсон Томас. Ну ничего, что он дает. О, хорошо. Рвет, 2 броска рвет. Джейсон Томас. Бёрст отдает Тайгер Поп. Ой-ой-ой. Какой прессинг через Роман Кенсел. Желтый РЦ. Делает Джейсон Томас, чтобы выбираться как-то из-под прессинга. И нету патронов. Нету патронов у Тайгер Попа. 1 патрон. Ох, как достает Джейсон. Так. Лоу, заходит. Чуть-чуть ХП остается. И да. Дожимает Джейсон Томас этот раунд. Если метр крови полный будет, он снимет маску. И, соответственно, у него быстро будет утекать ХП. Очень быстро. Так. Найс, контрхит, залетает Тайгер Поп. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ломает стеночку. Овердрайв. Не стал тратить Тайгер Поп, на мое удивление. Роман Кенсел. О, бросок забирает Джейсон Томас. Так, идти. Ага. В контрхит залазит. Ой-ой-ой, он Бёрста до последнего прям ждал. Но сейчас Бёрст отдает Тайгер Поп. Клон оставит. Ага. Так. Тратит метр на концентрацию, и овердрайв заходит. Ой-ой-ой, прессинг от Тайгер Попа. На бэкдэше ловит своего оппонента, и это почти смерть. 1 пиксель остается, Кёрст закидывает. Но там уже сложно было выжить вообще. Какие-то дебафы, Бобров. Ну, я повторяю, у него ХП просто улетает только так. Вот тебе и дебаф. Так. Ну и плюс ко всему там рекавер от этой маски гигантский. Ага, все, командником убирает кровь. Так, ой-ой, Лоу пропускает Тайгер Поп. Отлично, порвал бросок. Ломай. Овердрайв, да, всаживает Джейсон Томас. Помимо ХП, да там столько ХП улетает, просто жесть. Так. 1 пиксель остается у Тайгер Попа. Убирает он чип дэмэдж, но все равно дожимает Джейсон. Слишком уж далеко достает этот меч, соответственно, контролирует дистанцию. Ой-ой-ой, Бёрст отдает Джейсон Томас. Ага. Так, причем золотой Бёрст получил он. Так. Красав! Ой-ой-ой! В контер влетает и овердрайв делает Тайгер Поп. Окей, Кёрст там закидывает. Ага. Так. Желтый РЦ. Да, когда ты в Кёрсте, там уже, блин, боязно вообще нажимать кнопку вперед. Ой-ой-ой-ой-ой, допрессил, и Бёрст вынужден отдать просто Джейсон Томас, чтобы как-то выжить, но не тут-то было. 1 пиксель остается, и Даст там дожимает Тайгер Поп 2-1. Хорош. Вообще Guilty Gear Strife очень популярен.
Interesting. Но не в России, имеется в виду. Он популярен везде, кроме России. Азия, Америка, Европа. Вот вам как бы пример. На вот этом вот крупном турнире во Франции Guilty Gear Strive по количеству участников занимает 4-е место. А, нет, 3-е место, извиняюсь. То есть он уступает Street Fighter, естественно, и уступает Super Smash Bros. But Jason Thomas has been known to play with color 5, the blue one. So interesting here, going for a different color. Так, ну что ж, 2-1 пока что. Just as lethal as ever. That's good though. Cool that the eye drop. He headed back for the drip. Going to the character select, change up. Will it make a difference though? В России есть ГГшники, и их достаточно большое сообщество, но если как бы в целом сравнивать со стритфайтерщиками и с МКшниками, то их меньше гораздо. Ой, золотой бёрст получает Тайгер Поп. Угу. Сколько участников по смешу? Где-то примерно 1000 с чем-то. Короче, 1000 человек. Ой-ой-ой, как резво начинает Джейсон Томас. 1 пиксель остается у Тайгер Попа. Даст, поблочил. Оп. Угу. На инстанте влетает Тайгер Поп и овердрайв всаживает. Так. Перст. Тут же. Ой-ой-ой. Вы посмотрите. Ну и разводила этот Тайгер Поп. Но нет, Джейсон спокоен. Ну, я не спорю, что в России все норм с ГГ. Все познается в сравнении. Так. Ой-ой-ой. Нет, не стал терить, но в бросок забирает Джейсон Томас. Даст. Так, Роман Кенсел. Окей, лоу-лоу заходит от Тайгер Попа. Прессинг через выстрелы. И красап, двойной красап заходит от Тайгер Попа. РЦ засейвился. Ой-ой-ой-ой-ой. Не стал ломать стенку для того, чтобы успеть зарядить патроны. Так. Бёрст вынужден отдавать Джейсон Томас. Ой-ой-ой, и убивать. Нет, не убил. Тихо. РЦ! Ой, камон! Просто камон, Тайгер Поп! Но у него суперки нет, у него нет теншена, чтобы убить! Блин! Твою мать! Ух, дожал Джейсон Томас 2-2. Пипец. Просто пипец. He's gonna be spending any blood here, because that basically seals his own doom. Ну что ж, he отыгрывается. Кого мейнил? Никого не мейнил. Ну что ж, решающий. Поехали. Так. Оп, идет бросок. Есть випаниш от Тайгер Попа. Так, так. Джаз-блоки пошли от Тайгер Попа. Все, погнали. Оп, оп. Все, Кёрстом закидывает Тайгер Поп. Желтый РЦ, и тут же бёрст отдает. Интересное решение от Тайгер Поп. Красап! Вот этот красап очень тяжело заблочить. Кроссандер. И еще один красап заходит от Тайгер Попа. Да, боже мой. И овердрайв. Это смерть. Нет, не смерть. Пиксель остается. Однако заезжает слоу Тайгер Поп, и это матчпоинт для него. Так. Лоу. Хорошо, выпрыгнул Джейсон Томас. Ой-ой-ой. С командником, но при помощи Роман Кенсела засейвил. Ага. Прессинг. Бросок. Конфирм через Роман Кенсел от Тайгер Попа. И да, заходит хит. Найс. Овердрайв. Делает Тайгер Поп. Так.
Чуть-чуть хп остается у Джейсона Томаса. Ну что, будет ли камбэк, Джейсон? Будет ли камбэк? Бросок! Окей. Так. Тратит теншн Тайгер Поп, чтобы чипа не есть. Ой-ой-ой. Нет, блин, нет. Ох, маска активировался. Blood Rage в самый неподходящий момент. Да, понимает Джейсон. Как его? Тайгер Поп, что ему дико повезло, что именно в этот момент активировался Blood Rage. Да. Ну что ж, 3-2. И таким образом Тайгер Поп выходит в топ-3 по винерам. Жесть. Что вот что бывает, когда вы чуть-чуть упускаете вообще вот этот вот пиксель этого Blood Rage, и все, и трындец. Жесть. Who's played against Jetstream has been on the in that zone where they're like, there's no way he can make this comeback. Know with how much resources. Равная битва была. Так, и таким образом Джейсон отправляется в лузера. Тайгер Поп, ну, в общем-то, хоть и ожидаемо, но все-таки тяжело. И далась ему победа, и он выходит в топ-3. Напоминаю вам, что... Кстати, пока что ни один на Горюке путевку свою не заработал. Зато хэппи-хаусы были. Ну, точнее, один хэппи-хаус. Это Лефен. Так. Впереди у нас следующий матч. Это второй полуфинал винеров. Верикс, еще один на Горюке плеер, против Сорани. Между прочим, редкое явление, игрок на Мили Рейдж. Редко мы видим в топах Милию Рейдж, но тем не менее здесь залетает в топ-8. Милия имеет этот свой рашдаун. В этом плане она даже, в принципе, похожа на Чипа Занофа. Ну и еще и в том плане, что мало очень хп у Мили. Очень быстрый инстант оверхед с этой луной. Так что может разводить только так. Из Греции Сорани, смотрите-ка. Ну а Верикс, игрок. Флаг Камеруна, по крайней мере, у него. Major event outside of Greece was Headstomper. She got a very respectable 5th place. Ну, еще раз напоминаю, что кто-то сегодня получит путевку на финалы Arc World Tour. В этом году, напоминаю, Arc World Tour проводится только по одной дисциплине, это по Guilty Gear Strive. То есть в прошлом году еще также был DNF-дуэль, но в этом году нет. И тем самым они похоронили, в общем-то, турнирную жизнь DNF-дуэль, и теперь DNF этот на турнирах вообще нафиг никому не нужен, несмотря на то, что DLC, ну, к нему выходит. Привет, Блю. Поехали. Так, это, я так понимаю, они чекают кнопки, чтобы все работало. Because, like you said, they play the character nowhere close to the same. Nowhere close to the same. Like, you could have their names on the screen and know which one was which. It's so... Ну, все вроде работает, все нормально. A state of, like, solitude, and he's so calm and peaceful. But every individual movement he does, whether it be walking forward, neutral jumping... Главное, конечно, здесь инициатива. Ну, это я про Милию Рейдж.
Мили нужно выходить на свой рашдаун и уже не отпускать. Она на это способна, но тяжко, тяжко. Но надо понимать, что DNF-дуэль это все-таки проект для расширения вселенной DNF онлайн, прежде всего. То есть, а не как отдельный, так сказать, файтинг. То есть, он не для этого создавался. Но они распространение сделали в первый год жизни DNF-дуэли в 2022 году. Соответственно, они сделали же это для DNF-дуэля 1 год поддержки турнирами. Ну и, собственно, все, хватит на это. Сейчас выпускает DLC. Ой, смотрите, прям, слышите, прям болеют, как люди там за своих фаворитов. Поехали. Сразу с оверхеда начинает Сарани. Так, и Бёрст вынужден Верикс отдавать. Ой-ой-ой. Так. Миля это тот персонаж... Оу, ничего себе, как запанишил. Миля это тот персонаж, который в воздухе, как правило, проводит больше, чем на земле времени. Ага. Есть прессинг. Окей. Найс. Ломает стеночку Сарани. Так. Ой, бросок РЦ. Да, все, смерть. Угу. Так. Лоу. Угу. Ой-ой-ой. Командный бросок. Так, так. Ох. Угу. Его попадает. Тихо, тихо. Оу, пропускает. Вот в этом проблема Мили. Очень мало хп. Она быстро очень умирает. Найс. Быстрее заходит Верикс и ломает стенку. Бёрст все же горит у Сарани. Так. Найс. Отличная 6П в контрхит от Верикса. Но Бёрст отдает сразу Сарани. Ага. Так. Так. Все, теншена нету. Теншена у Сарани больше нету. Что очень печально. Оп! Найс. Антиэр от Верикса. Так. Одно попадание нужно Вериксу. Так. Угу. Оки. Вау! Красандр в контрхит. Еще одно Оки заходит от Сарани. Лодочка! Ну ничего себе. Так, это еще не камбэк пока что, но мало хп остается у Соло. У Верикс Соло. РЦ! Вау! На бэкдэше Сарани ловит! 1-0. Ничего себе, вот это камбэк от Сарани. Жесть какая. Так. Угу. Ох, красап заходит, однако Бёрст сразу же отдает и ответный Бёрст. Так. Контрхит и бросок. Вот этот Оки очень опасный. Он долго висит и, соответственно, там может и красап, и не красап сделать Милли Рэдж. Бросок забирает Верикс. Еще один. Так, суперка. Ой-ой-ой, третий бросок делал сейчас Верикс. И эти на реверсале прожимает Сарани суперку. Драйв, извиняюсь. Угу. Так. Все, футсис. Футсис. Ой-ой-ой, дофутсился Сарани. Ага. Овердрайв? Конечно, всаживает Верикс. Найс. Оп. Много-много дамага. Ой-ой-ой, захотел Сарани завифпанишить красиво, но не успел. Может быть, как бы дистанцию даже не хватило. Ага. Найс. Так, контрхит заходит.
Просто ждет, пока Верикс ждет, пока Сарани сам приблизится. Красап! Еще один красап. Так, Луна. Нет, не зашла. Есть вивпаниш. Ага. Так. Хороший бросок. Оп, и бёрст отдает Сарани. Красап! Найс. Господи, дэмэдж. Бам. Окей. Одно попадание Сарани теперь нужно, чтобы убить. Так. РЦ. Ага. Так. Ой, как достает Верикс. Кантер-хит. Все, смерть. Кантер-хит вылетает. Причем красав кантер-хит. И это 2-0 в пользу Сарани. Так. We have seen Verix play with Johnny and Asuka in the team tournament on Friday, but we see no character change this time around. I think in such a high-stakes situation, being 2 games down, sticking to your guns is probably the smarter option, as it is what could be the final game of the set tournament with a 2-game advantage, but you can never count Verix out. Поехали. Game 3 now. Оп, сразу с командника начинает Верикс, посмотрите. Лоу пропускает Сарани, но бёрст отдает. Кантер-хит. Найс. Какой неудачный бёрст, но нет, не успел Сарани наказать. Ага. Так. Найс конферм. Окей. Оки не стал сетапить Сарани. Сейчас Оки займет. Ой-ой-ой. Желтый РЦ. Выбирается из-под прессинга Верикс. Так. Краса... А, нет, поблочил красав. Вивпаниш! Ой-ой-ой, Верикс. Увлекся. И да, кантер-хит заходит. Хороший дэмэдж сейчас будет. Все, смерть. Смерть! Найс. Жесть. Одна ошибка, и ты ошибся. Так. Найс. Ой-ой-ой, empty jump, командный бросок от Верикса. Ага. И прессинг. Так. РЦ. Убежал. Оп. Ой-ой-ой. Неа. Перфект. Забирает Верикс. 2-1. Так. Вот это начинает он. И просто уже больше пол хп уже нету. А? Что? Не ломает стеночку Верикс? Задропал. Так. При помощи РЦ засейвился, но все равно пропускает в контрхит Верикс. Empty jump low. И поехали красап. Да, опасные красапы, опасные окиземы вообще в целом у Сарани. Ну, у Мили имеется в виду. Так. Цветочек. А, нет. Не попадается. Верикс. Кантер-хит. Однако, нет, просто ДФ. Чуть-чуть хп у Сарани остается. Так, но метра нету. Лоу заход. Аверхед! Аверхед Луна. Инстантовая. Очень быстрый аверхед. Но ансейфовый, конечно. Матчпоинт для Сарани. Так. 6 контер. Окей. На вейке жмет Лоу. Сарани. Ага. Найс бэкдэш. И это шанс уже для Верикса. Пропускает этот Лоу Сарани. И это смерть. Конечно.
Мало хп у Мили, поэтому быстро она умирает. Так. Бёрст дается ранее. Ой-ой, нейтрал-шам заходит, но Бёрст в ответочку отдает Верекс. Так. Каунтер. Красав трейд, ага. Ой-ой-ой, как пропускается ранее. Обидненько. 2-2. Maybe Sarani thinking a little bit about it. Maybe changing the colors. It does look like a color change for the Greek going in pink. Let's see if the color will do her any favors. It's a great comeback so far from the Nagoruki player, from Verix. 2 games down into 2 games apiece, and now the most important game of the set to see who will set a date with Tiger Pop in winners final. Кто выйдет в финал винеров против Тайгер Попа? Sorani, or is it going to be Verix? This is game 5 underway. Так. Pretty in pink. Let's see if Sorani. Красав. И бросок. Ой-ой-ой-ой-ой, ну куда ж на это оки полез сейчас Верекс? Так. Картинка зеркалит, да. Ой-ой-ой, пропускает Верекс. И это, возможно, смерть, но нет. У него метра не было, теншена не было на овердрайв. Поэтому еще пока не смерть. Так, врывается Верекс. Ой-ой-ой, контрхит. Еще один. Так, овердрайв. Ой, дамаг сейчас будет. Найс. Окей. Камон. Камон. Командникам дожимает. Если вы посмотрите на буквы на свитере у Верекса, то вы поймете, что как раз его вебка, которая на него смотрит, она, ну, камера, она отзеркаливает его. Так. Найс. Оп. Стенка. Так. Овердрайв. А, нет, нет. Поблочил ранее. Так. Ломает. Еще не Ну нет, не умирает Верекс пока что. Так. Да, лодочкой заехал. И это матчпоинт для обоих. Кстати, когда мы смотрели Mortal Kombat, там тоже это было видно. Ой-ой-ой, есть паниш. Ага. Хорошо, хорошо, выкается сейчас ранее. Однако в углу остается. Так. Окиземе. Красав, зашел от Сарани. Ой-ой-ой, ресет. Тихо. Двойной красав. При помощи РЦ засейвил. Так. Командник. Золотой бёрст получает. Заранее. Ой-ой-ой-ой-ой, все, это смерть. Да. Ну ничего себе. Вот видите, с общей камеры, когда смотрят, вот, то нет, ну, нет зеркала. Не зеркалено. А именно когда там сидят они, то вот на него была зеркальная камера. Итак, таким образом на Гориюке Верекс проходит в топ-3 по винерам. Ну а Сарани очень близок был к тому, чтобы выиграть, однако спускается в лузера. Так. Победителю пары, между прочим, у Мишо и Раса. Вообще не подарок ни один, ни другой.
And in the next Так. matches, we'll be losing some of them. And Yeah. as unfortunate as it is, we're going to be Ну, losing кстати, one of и the two Раза, и Americans Умишо, because мне Razo and кажется, Umisho, они the crew это of прям Face to play against each other has два touched таких игрока, the, которые, the ну, American явно являются contingent претендентами on на то, in чтобы Guilty Gear Strive. получить свою путевку в финалах. Man, what a match. Но ни у First одного two из них games, пока ее I was что not нету. prepared. I Пока was что not нету. prepared. Might be a long day, but a good one. It's gonna be a Напомню, good что one. If we keep Умишо getting это matches like вообще-то that, it's definitely gonna be победитель good. Эволюшена Glad I'm прошлого here. года, Shame you guys aren't 2022. fun. If you're not, you know what you can do, get some merch, and then you can tell people you wasn't, even if you wasn't. I don't Так. want to promote lying, but we'll cut those in a second. Ну и As the как раз players мы are видим. coming to the stage, Umisho and Razo Разо have to duke и it out. Умишо. That's gonna be an awkward plane ride back home, Bretsu. Hella awkward. It's definitely going to be it as Парочка, а я хрен знает. Я в этих делах не разбирался. Свечку не держал, поэтому ничего не знаю. And Razo, I don't think they need any introduction at all. One of the most dominant Leo players has switched a little bit to Giovanna, but when the time called, they knew they had to bring back the Leo for the skill matchup. Напоминаю, что Умишо играет за соло Бэдгая, хотя раньше он играл на Хэппи Хаусе. И именно на Хэппи Хаусе Умишо выиграл Evolution 2022 в свое время. Расо — это игрок на Джованни и Лео. Ну, в первую очередь на Лео, на самом деле. FlyQuest versus Emrage, Umisho, Razo. Luckily for us, we're just here for the good games. But chat, who do you think's gonna take it? I think it's a hard call. If anyone's gonna know how to be Umisho, surely it'll be Razo, right? Who's gonna know the matchup better than Razo? That is definitely a huge question. Probably two of the most pairings that could know the matchup against themselves, both character and player matchup. I don't think there are a lot of pairings that could be more knowledgeable about their opponent. Разо, Умишо, оба из США. So strong talents. Fortunately, have to knock each other out. One of them will be out of the bracket in 7th place, and I think that's just another reminder of how. Да, вот, кстати, у Мишо есть такая привычка, я замечал по другим турнирам. Перед боем постоянно он это что-то в ногтях ковыряется своих. И победитель этого боя выйдет против Сарани. Как раз таки. One of them has to go out now, right now. It's so early. It is. It's so very early in top 8. We've seen Umisho travel far and wide looking for that spot in the Arc World Tour finals. So far, no dice. Still on that points leaderboard. So maybe if she places high enough, she may still qualify through points, of course. There's only less than a handful of tournaments in the Arc World Tour. Я не знаю, с какой раза команды. There's also Battle Coliseum happening today as well. And of course, Frosty Fostings, which will, if I'm not mistaken, complete the 12 qualifiers. Then the 3 from the leaderboard and the LCQ. This should be a button. Ну что, поехали. Soul Bad Guy против Лео. Лео — это миксап. Миксап машина настоящая. Когда он заходит в свою стойку БТ, все, там уже такой миксап подкрывается, что страшно подумать. Так. Найс. Ломаем стеночку. Окей. Soul Bad Guy все так же хорош.
такой же опасный слэш, такие же опасные контрхиты, огромный дамаг, все при нем. Ой-ой-ой. Флэш-кик на вейке делает, но при помощи Роман Кенсела сейвится. Раз. И почти убивает ОТГ? Да. При помощи ОТГ дожимает. Так. Уже шкала риска на максимуме у Мишо. Но Раза не гонится. Ох, контрхит заходит. И сжигает овердрайв. Окей. Прессинг уже от Умишо. И... Нет, не стал овердрайв палить. Интересно. Так, РЦ. Так. Слэш-кик. Ну нет, поблочил у Мишо. Найс. Овердрайв. Не стал палить Раза. Интересно. Ой-ой-ой-ой-ой. Бросок забирает. Конфирм через красный РЦ. И, соответственно, дожимает этот бой Раза 1-0. Между прочим, у Мишо в этом году зашел в топ-8 эволюшена. Ну, выиграть не удалось, но тем не менее. Ох, ДП, вот оно. Бандит Брингер. Летает от Мишо. Флешки! Ага, атеншена-то не было на РЦ, чтобы засейвиться. Поэтому просто в ответ снимает дэмэдж у Мишо. Найс. Найс, хорошо заинтересовал сейчас Раза. Окей. Роман Кенсел. Ой-ой-ой, как врывается сейчас Раза. Ой-ой-ой. И ОТГ, да. Дожимает. Раз, это у Мишо. Еще раунд. Так, Бёрст отдает. Контрхит. Ага. Но овердрайва нет, чтобы убить. Так, контрхит и убивай. Okay. Safe OTG. Trying to bait a burst which wasn't there, but you have to account for everything in these situations. Ban the breaker. And Umisho gets the follow, but again the back throw. Razo so good at those. Another DP standing for don't press. I don't care. Дистанция, бандит Брингер. Ага. Ой, как лоу пропускает Раза. Окей. Ломай стеночку. Не стал овердрайв тратить у Мишо. Ага, хард нокдаун уже от Раза. Желтый РЦ использует у Мишо. Ой, командником випнул у Мишо. И миксап тайм. Забирает бросок. Все, это смерть. And in fact, it is Radzo moving on to 2 games up. But we have seen Verix bring it back from this very position. You can never count something out, especially at the top достаточно level. равная такая битва идет. Can think this is not the top level. Yeah, I'm a Leo sim. I made that known all day, every day. Задумался у Мишо. Brazo's looking pretty nasty right now. I think she's onto something, but like you said, Umisho not going for that BKO, sticking with Frederick. Mr. Soul. Так, поехали. Looking back for him right now. Umisho turn it around. I want to know I will not deny that, honestly. It's such a tense set. Even though Razo's 2 games up, has definitely been very close. But there's a Wallace while breaking the wall. Hard knockdown once again. Tension available for Razo. There is a throw. Ой-ой-ой, есть конферм. Через РТ. И суперку овердрайв вкачивает Раза. What will be Umisho's option on wake up? There's the DP. No respect. Take him to the corner.
Yeah, break that glass. Umisho, not much health. but you Ломает в don't ответ need health стеночку to do Умишо. damage. РЦ использует. Ой-ой-ой. It's Раза so many times, right? You break the wall if it's not a hard knockdown. The person with использует intention who has РЦ. the BRC Так, or ну что, the gut to use the матчпоинт для BRC Раса. around start just to check Напоминаю, это what лузера. you're doing normally has such a massive Так. advantage in that situation. Бандит Брингер. Speaking of massive advantage, Raza with a massive advantage on set point. Runs into the 2S, counter hit, good burst. Так. But still the 6S from Umisho confirms into the Viper. РЦ. Empty low. Пропускает Расо. Дамачок. Ой-ой-ой, контрхит заходит. В очередной раз от Умишо. Все еще матчпоинт для Расо. This is the start. All great journeys begin with one step. And this is the first and a few that Umisho needs to do Так. to bring this back to the fated 2-2. Razzo clearly doesn't want that though. Контрхит. Ой-ой-ой. Cross up red card. No, 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 says Umisho. Так. Найс. Ах, почти Перри зашло. Но дистанция не позволила. Контрхит. Залетает Умишо. Еще раз на стенку кладет. Все это смерть. Ай, вифнул. Вифнул. Сейчас. Вот тут Умишо. Да, а у Раза ничего не дропается. Так. ДП, да ну! Да ну! Ну, бёрст, бёрст. Ой-ой-ой. Так, РЦ. Так. О, дожимает все-таки. Дожимает Расу. И таким образом Умишо выбывает из турнира 3-0, причем 7-е место. Sending Umisho out of the bracket. What a stare down at the end. And Umisho cheering the crowd up. Ну и таким образом Расо Honestly, выходит fully deserving of that. на... Fantastic performance. На кого? На Саране. And now Umisho На with the Миле. pep talk. Go and win there now. Yep. You better win. Or now then it's going to be the awkward flight home. That's actually true. It's not going to be awkward as long as Razzo doesn't lose. If Razzo wins, I'm sure it'll be all fine. That's going to be a massive power up. Imagine having that person in your corner, right? Having Umisho, like, she's clearly so good at the game, but for Razzo the 3-0, right? Так, ну что ж. That's just something, man. I'm scared. Впереди у нас следующий матч. Это... Это Крема. Игрок за Чипа Зануфа против Дейзенлоджес. За Хэппи Хауса. Еще один Хэппи Хаус. Pretty much with the same games could have been pretty much a 3-0 for Umisho. So close. It's pretty much the definition of 3-0, but it was close. Man, like we were speaking about the character selection for both of them. Umisho's been peaking Seoul for a long time now. Obviously, their big, I don't want to say their breakout performance, but their kind of like highest prestige victory was with the Happy Chaos, right? Evo. And Razzo has... Ну и, соответственно, победитель этого боя, Дейз против Крема, выходит против Джейсона Томаса, которого мы видели в первом бою, тот, что за Нагорюки играл. Так, вот они. Второй топ-8 лузеров. The crowd erupting. There's a huge Spanish contingent here in France. But again, we are in France. Dasenologist, massive hometown favorite. But Crema has the rage of the Spanish people. They are all on their feet, cheering up their boy. Crema said, Посмотрите, как здесь Крему поддерживает, а? Он местный, что ли? Французский игрок? Ну, сейчас мы это узнаем.
I am the messenger passing on the message. But Crema beat Rayo and Razzo. That's why Razzo's a loser, because of this man. His chip has been a menace. But Dysonologist, if you are new to EU, GGST Strive, you might not have heard of him. If you haven't, then you are sleeping. You need to know. This guy is mentally why people hate Happy Chaos, because he plays the most lame game. He plays the matchup to a T. He's like, I have a gun. Why do I need to be anywhere near you? And he will do that until you die of boredom. And I love it. Because when it comes to winning, why would you want to give your opponent a chance to take that W away from you? Very well explained, honestly. And you are watching, as you said, Crema, the one who took Razzo down to loser's bracket. And let's not forget, Dysonologist is the one who took out Leffen to make it here into the top 8. Happy Chaos Mirror and the Jojo. Приходит с какими-то талисманами непонятными. Русский. And one of these two will be unfortunately leaving the bracket. The same sort, the same fate. Чисто теоретически, конечно, чип может запрессить Happy Chaos. Но для этого надо подойти сначала. A French major earlier this year, the mix-up in April, where also Dysonologist beating Tiger Pop in the mirror match. Looks like we have a Happy Chaos killer. Maybe we will see Dyson against Tiger Pop later on in the bracket, but it's going to be a long path. Так, ну и что? Второй топ-8 лузеров. This is a button check. Definitely, I doubt. Oh my gosh, there's no way. Баттл чек, я так понимаю. No way, no. Хайповый баттл чек, пацаны. А, ну правильно, он француз. Французский игрок, поэтому его так здесь и поддерживают. Единственный французский игрок топ-8. Дейс против испанского игрока Крема. We're looking on the big screen. They're floating between the two. There is no way Dysonologist is going to pick Bedman. Literally no shot. Nope. Damn, I'm meant to be the bars guy. And he top trumped me again. Oh, so everyone's upset because he teased Bedman and now it's got the Happy Chaos. I think even some of the French players will. Не знаю, вроде Крема скандировали, может быть, они не, может быть, Дейс скандировали, да я не знаю. Ну, показалось, что Крема изначально. Итак, поехали. Может, там испанский сектор, типа как у болельщиков на футболе. Ага. Так, все. Заряжает себе концентрацию. Ой-ой-ой, Крема. Так. Оп, ДП, да, делает Дейс. И, соответственно, Крема это прочитал. Убивай. Так. Ну, достаточно легко пока что разобрался Дейс. Так. Ага. Но не надо забывать, Чип это рашдаунер, Чар. И это миксап чар. Оу, контрхит влезает. И шанс. Очень тяжело выбраться из его рашдауна. Так. Оп. Бэк, прессит. Крема и да, раунд за ним. Ну, конечно, хп мало, учитывая. Самое малое количество хп у него из всего ростера. Так. И овердрайв. Всаживает Дейс. Окей. Ага. Кёрт закидывает. Тяжко. И бёрст. Найс. Дейс, красава. Вы видите, как умно он сделал? Он Роман Кенселил бёрст. 1-0. Я не пойму, что они скандируют. Так, бёрст отдает сейчас Крема. Ага. Так. Контрхит.
Gets the throw, puts him back in the corner, hold his Оп, elbow, оп. nice and flush. Ой-ой-ой-ой. Пропускает Дейс. Ломает стеночку Крема. Да. Ой-ой-ой-ой-ой, Дейс. Как так пропустил? Подумал, наверное, что краса будет, потому что часто краса пихает. Так. Ломает. Дейс. Позитив бонус получает. Оп. Так. И овердрайв всаживает. Вот это дэмэдж. Закидывает кёрсом. Даст! Все, смерть. Так. Найс. Найс. Хорошее продолжение комбо от Дейза. Так. Ой-ой-ой, ничего себе, достал как... Так. Лоу пропускает. Дейс. Так. Чуть-чуть хп остается у Дейза. И да, налетает ураганчиком. Крема 1-1. I really hope you can hear the crowd. Yeah. If not, I'll just throw my headset in so they can hear. We need a crowd mic, please. Alright, cursed up, one apiece. No good stuff for Crema. Tries the back dash. Ой-ой-ой, ДП. Ну, рискует, конечно, Крема с этими ДП. Так, пару патрончиков заряжает Дейс. И поехали. ДП на вейке. Продолжает делать это Крема. Красав. Так. Мало хп остается у Дейза. И контрхит. Окей. Very comfortable in the close quarters combat, as you said very well. A fan. Так, найс ДП, поблочил и наказывает Дейс. Дэмэдж. Так, так. Так, еще раунд. Но здесь, конечно, инициативу, если Хэппи Хаус перехватывает, то тут, точнее, не Хэппи Хаус, а наоборот, Чип перехватывает, то очень тяжело тут выжить в его прессинге. Так. Парочку патронов зарядил, и красапом влетает патрон от Дейза. Ага, ага. Нет, не убил пока еще Дейз своего оппонента. Бросок воздушный. Nice. I think it's because they know if they go too defensive and they miss one shot or they miss one curse, Crema's going to get in with Chip, and you are going to have nothing to do about it. Happy Chaos not having the reversal, right? Yep. Not even with meter, so not a very fun time. Оп, красава, поблочил Дейс. Хороший бэкдэш сейчас был. И, оу, золотой бёрст получает Дейс. Ага. Так. Ой-ой-ой. Как же прессит Дейс. Кантер-хит заходит. Ой-ой-ой, еще не убьет. Овердрайва нету у Дейза. Но пиксель остается. И да. 2H. Матчпоинт для Дейза. Ох, не стал ломать стенку. Выпрыгнул с контрхитом Крема. Желтый РЦ. Найс, врывается Крема. Ой-ой-ой. Так. Лоу, контрхит. Достает и убивает Крема.
The same versus Spain. That's actually the matchup right now. It's not just Crema. Trust me. Так. He's fighting a whole crowd out here. Ooh, catching the landing, still not enough to get the combo. The backdash though, making the overhead whip. That's going to be good damage. Так, заряжает себе парочку патрончиков. Дейс. Oh, he's in there trying to catch a backdash. Роман Кенков. Нет. Так. Сейчас СТ использует Дейс, чтобы, видите, выбираться из-под прессинга. Так, Бёрст отдает все-таки Крема. Так. Ой-ой-ой. Один пиксель остается. Ну что, Крема, будет ли камбэк? Будет ли камбэк? Нет. Не будет никакого камбэка. И при помощи Даста забирает этот бой. Дейс Knowledge. Местный, напоминаю, единственный местный игрок, прорвавшийся в топ-8. Таким образом, Крема и Умишо выбывают из турнира, занимая 7-е места. Разо выходит против Сарани, и Дейс приходит против Джейсона Томаса. From both sides of the crowd after that match, but unfortunately, Chip the President, looking like JFK, he got shot for moving ruthless. Unfortunate, but doesn't take away from his performance whatsoever. Great run, like I said, put Razzos and losers. You can at least stick that as well as getting top 8 here at UFA today. We have to watch out for this guy now. Have to watch out for this guy right now. 100% with a big target on his back, just like the target he will put on his opponents. Ну что ж, таким образом, первые 4 матча у нас прошли, пролетели. Напоминаю, в винерах остались Тайгер Поп и Верикс. В лузерах Сарани, Разо, Джейсон Томас и Дейз Knowledge. And a little bit of lore, even though Friday we were having fun with the team tournament. Sorani and Razo already played against each other. Mortal Kombat уже прошел. Закончится давно. And Rach against Razo and Umisho in grand finals. And actually Sorani and Rach's team reset the bracket with this same matchup. The one that decided. Ожидаем начало первого четвертьфинала лузеров. Напоминаю, Сарани против Расо. Это у нас, соответственно, Милия против, Лео. Хотя я повторяю, Разо еще у него Джован есть в запасе. У меня на канале так канал уже есть. Ты на YouTube канал-то зайди. Там уже выложено все. Так. Матч за выход в топ-4 по лузерам. Да не за что. As she will definitely seek to take down Sorani as well in her quest to conquer that first place and the spot at Arc World Tour World Finals 2024. It's going to be difficult. I'm pretty sure the laws of thermodynamics state that if you're coming from losers and you winning, you're going up. Так, ну and if что? you're winners and you lost, you're going down. These two are colliding. Like we said, Razo saving himself because they're fighting from losers, but Sorani's already taken a loss, knocking it into this position. Both of these ladies are gonna, like you said, fight tooth and nail. But one's coming from the top and one's coming from the bottom, rising up. So, ребят, изначальный план мой, состоял в том, чтобы еще на Street Fighter 6 остаться, но, судя по всему, сил не хватит, извините. Топ-8 Guilty Gear мы досмотрим, но Street Fighter, к сожалению, я не смогу досмотреть с вами. Уж сорян. Это как сил не хватает уже на это. Итак, кроссап, да. Оп. И еще один кроссап заходит от Сарани, сразу же берет он быка за рога. Оп. Трейд. Хедбатом фигачит Разо.
Ой, хороший бэкдэш был. Да, Луна влетает. Оверхедная. Так. Почти убивает Сарани. Чуть-чуть хп остается. И на бэкдэше ловит Сарани. Найс. Какой быстрый первый раунд, а? Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Флэш-кик в молоко от Раза. И да, Сарани, конечно же, за это наказывает. Пол хп нету уже у Раза. Но это гилта, ребята. Здесь можно камбэкнуть даже с пикселя. Кроссап! Вау! Убивай! Что-то как-то 2 раунда пролетели как одно мгновение. Ёлопал. Я даже глазом моргнуть не успел. 1-0 в пользу Милли Рейдж. Так. Там, не знаю, бой длился, наверное, меньше минуты. Так, и вот он флешкик. Тоже опасно делает Раза. Ага, желтый РЦ использует. И, о, хорошо, заинтересовал сейчас Раза. Тащит до стены. Ой-ой-ой-ой-ой. Убивай. Овердрайв. Да, все, это смерть. Найс. Ответный такой быстрый раунд. Найс, Перри. Окей. Довел до стены почти. Так, хедбаты. Оп. Рвет бросок Сарани. Найс. Окизем. Оу, двойной красап. 2 красапа. Поблочил все Раза. И да, он прочитал этот бёрст. 1-1. Все, смерть. Нет, не убил. А у него метра не было, потому что поэтому не убил. Ой-ой-ой. Лоу-лоу. Оки. Красап. И бросок пропускает Раза. Ничего себе. И еще один красап. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще один красап? Да. Вот это камбэк от Сарани. Господи, вот это да. Где МК уже прошел МК. Оп. Бросочек. Так. Найс. Ломает стеночку при помощи даста Сарани. Оп. Кантер-хит. Ой-ой-ой-ой-ой. Плохо дело, Раза. Плохо дело. И красап залетает от Сарани. Посмотрите, что делает-то, а? 2-0. Вообще, это что такое? Да. Вот что значит упустил свой шанс. Ну, это я про Раза. Просто жесть. If I were in Sarani, I'd be getting a little bit of some nasty flashback right there. We saw Verix win 3 games back to back. Так, 2-0. And Razzo definitely can do the same. Taking a minute, thinking about it. We did see Razzo go for multiple options in the disco queue, right? We saw the flash kick, kept it safe, blocked it out. Подумал так Раза немножко. Напоминаю, что у Раза еще, ну, теоретически Джованна в запасе есть. Так что, может быть и Джоанна. Нет, остается на Лео. Гемофон, я же тебе ответил. Что ты спрашиваешь-то? Найс контрхит. Ладно, ты меня не слушаешь, ладно. Не хочешь со мной разговаривать? Окей. Так, ой-ой-ой, найс. Как набейтил сейчас Раза. Так. Так. Да, заходит от Раза. Все, убивай. А, нет, нет, не хватит, у него теншена нет. Так. Есть випаниш. Ой-ой-ой, бросок. Так. Не стал красапить. Прессинг. И не стал шимить. О, вот он, красап заходит. Еще один красап. Да, залетает от Сарани. Бёрст. Отдает бёрст Раза. Блин. Как достает сейчас Сарани. Но это очень прям повезло. Очень повезло. Так.
Цветочек зашел. Опять-таки на красап. Ой-ой-ой, тратит теншн. Не рановато ли тратит теншн? Так, empty low. Все, выжил. Бёрст. Отдал Саране. Лодкой подъезжает. Ага. Найс, контрхит. Ой-ой-ой-ой-ой. Протаскивает до стены и даст нам проламывает. Окей. Так. Каунтер. Красап! Ой-ой-ой! Заресетить хотел борском. Надо было дальше комбить. И дает шанс он раза. И вот он шанс. Бёрст отдает. Саране Бёрст отдает. И да! Как заинтерил сейчас Расу. Все еще жив. Так. Найс. Смотрите, как разводит Саране. Бёрст отдал Разу. Ой-ой-ой, хит пропустил. Флэш-кик заходит. Аверхед, лоу. Все поблочил, красап. Но, тем не менее, аверхед, красап зашел. Ой, нет, не сломал стену, как так? Но бросок на вейке. Ой, на вейке бросок воздушный и, соответственно, ОТГ. Отыгрывает Раза, хотя Саране был, ну, очень близок к тому, чтобы прямо сейчас забрать этот бой, но 2-1. Лоу-лоу. Так. Ага. Так, А, нет, смотрите-ка. Сбежал этого красапа раз. Сейчас красап. Еще один заходит. Стенка. Овердрайв не стал тратить Саране. Хотя можно было. РЦ. И вау, прочитан флэш-кик. Ага, ага. А вот сейчас овердрайв надо сжигать, да. Убьет? Нет, нет, все заскейлилось. Один пиксель остается у Раза. Дожимает оверхедом. И это еще один матчпоинт для Сарани. Так. Найс. Убирается Сарани. И оу. Вот это да. Контер летает. Так. Овердрайв всаживает Расу. Так. Ну вы посмотрите, Сарани хочет разобраться здесь и сейчас. Ломает стенку. Пол хп уже сносит. Да ну, суперка. Ой-ой-ой. Он заканчивал в РЦ. Четвертый матчпоинт для Сарани. Так. Ой, найс. R2R выиграл Раса и хорош конферм. Посмотрите на дамаг. Вот этот дэмэдж от Расу. Да, заходит. Ой-ой-ой. Все, лоу залетел. И это 2-2. Да, Сарани упустил свой шанс. И, возможно, он уже больше не представится. Слышу крики Сарани, Сарани. And Sarani's having to dig deeper into the toolbox of how to open her up. But the damage difference is paying off massively. Milia can't make that many mistakes in front of Leo. It all falls down, I think. Now the timing of the air-to-air is immaculate from Razzo. Has been getting so much damage from the rising jump slash counter hit. Так. And it is all now 2-2. Погнали. Оп, красав. Зацепил Сарани. Но Бёрст отдает раз. Так.
Sorani still trying to open head up and a beautiful Посмотрите, cappell какой there. хитрый красап с Keeping цветочком out of этим. the corner. Gets Овердрайв не стал fast вкладывать Сарани. wall breaking hard Ага. knockdown, and Sorani starts off the 5th game very Так, well. прессинг. И аверхед заходит. Ой-ой-ой, бросок. И БТ. Опасная стойка у Лео. Стойка, которая дает супер миксап. Ага. Ай-яй-яй, аверхед еще пропускает. Разо. Не убьет. Один пиксель остается у Раза. Оп. Зацепил. Еще один матчпоинт для Сарани. Уже 5-й по счету. 6. Лоу-лоу. Так, empty low заходит от Сарани. Так. Чуть-чуть хп остается у Раза. Ну что, неужели это конец Раза? Неужели? Аверхед заходит. Блин. Так. Ой-ой-ой. И чуть-чуть хп остается. Ох, как тяжко выживать. Как тяжко Раза выживать. Да, и красапом дожимает Сарани. Причем этот цветок вообще непонятно, с какой стороны ударил. Ну что ж, таким образом... Последний, я так понимаю, американский игрок этого турнира, Разо, выбывает из этого турнира с 5-м местом, ну а Сарани из Греции выходит в топ-4 по лузерам. Так, у нас впереди следующий матч. Это Джейсон Томас и Дейс Инологист. Дейс, соответственно, это местный игрок, я так понимаю, из Франции. Так, игрок за Хэппи Хауса. И его оппонент, Джейсон Томас, игрок за Нагариюки. About, oh, maybe the person you're playing doesn't know the matchup, or maybe they're not good. Maybe Razo doesn't know the matchup as well because they haven't got as many millions to play at that high level. But the fact that you have to learn the matchup means that the character's got. Очень здесь такие, знаете, эмоциональные фанаты собрались по гилте. Хайпа наводят. Oh, I don't want my inputs to get mixed up because my flash kick is down up, right? So imagine what other characters have to go through in that. Bigger characters as well. Like I don't know, man. We might have to start talking about Milia without hatred and just moaning that she doesn't do damage because damage will add up if you hit them 15 times in a row. Матч за выход в топ-4. Победитель выходит против Сарани. Keeping up the pressure. We didn't see that much flash kicks from Radza. Maybe a little bit scared of the bait. I think in the first couple of games we saw like 3-4 flash kicks baited very well from Sorani, and that discouraged Radzo, who in maybe the final set was a little bit too scared to pull off the invincible reversal when it counted, and pretty much like that's one of the strongest facets of a matchup because Sorani was able to pretty much take away her reversal, take away the flash kick from Radzo with the mentality, the mind game that I'm gonna bait it, I will block it, and I will punish you for it. So might as well just not throw it out. And Radzo keeping it very calm and very composed without any flash kicks, but still couldn't get the job done. As fantastic performance from Sorani once again. We'll be seeing her in loser semifinals, facing off against the winner of this next matchup. Two crowd favorites as well. We definitely heard the crowd for Dusty Enologist, but Jason Thomas, no slouch, very beloved. Так, это у нас получается Джейсон Томас за Наго и
Дейс Jason за lost Happy House. to TigerPop in winners, Yep. and is facing off against Dasein in loser side. So let's see if it's going to be any different. As you said, two immensely different playstyles between TigerPop and Dasein. Will that be a huge difference in the matchup? Итак, погнали. Crowd letting Блин, нифига у них там атмосфера классная. you know who they're cheering for. Dyson Logic is obviously with the home court advantage. Jason Thomas, ripping SYG in Italy. Yeah, they're doing the wave. Yeah. That's really dope. Так, поехали. Again, this is for losers. Semi-finals. Jason Thomas representing Italy, and Dasenologist representing France. Two of the players that have made a huge splash in this year. Two players who have won offline in their own home. Just remote to be. Так, сразу слоу. Ух, начинает Томас. Ага. Game number one, immediately Dasein Так, jumping in the corner, setting up the clone, and ставит trying to клона. keep Nagoriyuki out. Однако There is no Кёрс там keeping out промахивается. someone with a blade Дейс. that can go full screen. Хорошо, заинтерил. Оп. Man might have a bit Так, of threat так. against this Овердрайв, character. да. Who knows? Jason making light work И быстрый of первый Dyson раунд в in the пользу first Джейсона round, but Томаса. don't feel too comfortable. Don't think Dyson hasn't got anything for you. Maybe he just needs some space. Runs in, gets an IB, but Так. now he's under the pressure of Nago Buttons, OTG. Ну, быстро так, знаете, Джейсон Томас начинает... Ой, хороший бросок воздушный. Oh, but there's the goal Быстро first начинает all the way перехватывать up инициативу. from Но Dasein. Кёрс там закидывает Thomas Дейс. and a lot of blood. Has to be very Ой-ой-ой, careful not to контрхит. overextend. It was his downfall at the end. Так, The концентрацию. five gets sniped. Повышает себе Dasein will go Дейс. ham, gets the Окей. life lead. Curveball thrown as well. Держит, Jason держит Thomas a дистанцию. little bit too scared even to jump. На Кёрс прям приземлился Джейсон Close Томас. the gap, but Nago has very slow walk speed. And Еще the метр lack of a тратит dash на концентрацию. as Fukio, but maybe a little bit too scared to commit to it with a Так. gunman just shooting bullets at your Beyblade. And Jason is in 6H. And RT. the Roman cancel, keeping up the pressure though. Dasein tries to get out of there. Beautiful deflection Так. into the 2X. Ой-ой-ой-ой-ой. On the 5H. And Как Jason быстро Thomas дожимает. takes game number one. 1-0. Because I told him, like, there's two options against roll. You have a match throw, or you guess deflect and pray. You give the god of the gears the wheel and go, I hope the deflect comes out. And the Думает, lab don't думает ever Дейс. That's the thing. I know a lot of people are looking at it to gain space, but it's Оп, really good for the командник. left, right, like I Ну, said, обратите the внимание, 50-50 что split. Джейсон Томас, Get the он game прям for a couple очень of хорошо готов к Хэппи Хаусу. Так. From Jason though, putting Dasein once again in the corner. Роман Кенсел. That may be uncomfortable against Nagoriyuki. Look at that risk, it's rising up, but a Но beautiful Дейс body очень from прям Dasein. терпелив. Be getting that Лоу-лоу risk заходит. down. Ага. My God, the BR Даст. stall. Good defense from Jason Thomas. As there's another 5H into the 6H, the chip damage now ridiculous. Ой-ой-ой. Mark Выкидывает doesn't Кёрс там. connect. And Dasein maybe reverting to the lane game plan that you mentioned before. Seems to be working out, and he goes for the roll. Так. You notice when Jason didn't have Ломает, 50 да, burst, ломает he said, стеночку. "Oh, no orange shield today." But he's gonna get a burst here, Jason. Yeah, try to jump get in. Oh my gosh. Put Так. the gun away, Даст. sir. Один пиксель остается. И тут даже начиповать можно. Тихо, тихо. Воу, Дейс. Вот это камбэк с пикселя. Was a little bit of Сделал miscalculation, I таки. think, from Jason Thomas using the wild assault Так. when Dasein was out of bullets. Any other button would have pretty much ended the round. Хорошо. Beyblade, good block, Counter good for the hit. grab, but good back Fukio for Jason Thomas, putting the French into the corner. 6H once again into the close slash, the fastest counter hit, excuse me. Oh, killing of the close should be that. And it should be Вы the посмотрите. close Выпуск there. A перфект. perfect for Ну, видно, Jason. что этот самый Томас прям хорошо знает Хэппи Хаус. But now he's on the defense, moving away. There we go. That's what you want to do. You want to battle your make Dyson move to the back of the wall. He will do it. He will back up to get space to throw the gun. And Jason Thomas knows that. There we go. Ой-ой-ой. He's plugged really high. РЦ. Золотой бёрст. Получает Дейс. Genealogist from him there. He's so needed that Вот на goal концентрация. first. Вау, как достал Джейсон.
very smart usage of that wild assault. И очень плохое положение у Дейза. Очень плохое положение. Так, желтый Роман Кенсел. Да, выстреливает. Есть випаниш от Дейза. И овердрайв. Найс. Оп. О, боже мой, да, маска. Ну и, соответственно, изи паниш от Дейза 1-1. UFA проходит в Париже, Франция. Oh, no, no, no. Losing the unlosable. Yeah, actually. I was scared myself. I cannot imagine Dase's nerves. Резво начинает Джейсон Томас снова. И ломает тут же стенку. Найс. Так, Кёрстом закидывает. Оп, оп. Да ну, поймал. Поймал, кажется. Да, поймал на овердрайв. Джейсон. Так. Так. Один пиксель остается, но на дистанции находится Дейз, поэтому контролирует он. Так. И да, дожимает, вы посмотрите. Настолько он хорошо знает этих Happy House. Так. Empty jump. Лоу-лоу. Кантер-хит. Куда полез? Дейс. Бёрст отдает. Так. Да, заходит. Есть конферм через выстрел от Дейза, но он не спешит ломать стенку. Желтый Роман Кенсел использует Джейсон, чтобы выбраться из-под прессинга. И отличный бэкдэш от командника. Ага. Кроссап, однако бёрст. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой, чуть-чуть хп остается. Лоу проходит от Дейза. Так. Кантер-хит. Так. Бросок. В кантер-хит. Вламывается Джейсон Томас. РЦ. Так. Так. Убьет. Да, убьет. Вы посмотрите, какой контроль от Джейсона. Against Torani losers semifinals. Dusty definitely has something to say. Does he know? Thumbnail time. Does he know? Does he know the matchup, Retsu? Has Jetstream overcome Да, так задумался. the demon? Obviously, like you said, in this position because they lost to Tiger Pop earlier today. Has he gone no more? No more guns, we want peace. You know that Michael Jackson meme? He's like, fuck, no more guns, please. Так. Сходу врывается Джейсон Томас. Закидывает Кёрстом. Так. Оп! Найс, ТР. Так. РЦ. Оу, бросочек. Начиповать, да. Либо начиповать, либо просто уже прессить до конца. Ну что ж, это матчпоинт для Джейсона Томаса. Так, пытается набейтить на выпрыжку. Так, сейчас хороший дэмэдж будет. Ну, конечно, не убьет, но все равно. Ой-ой-ой-ой, РЦ. Господи, как же
Как же разводит Джейсон всех этих хэппи-хаусов. Но тем не менее, таким образом, Дейс, местный игрок на хэппи-хаусе, занимает 5-е место, а Джейсон Томас выходит в топ-4 по лузерам на Соране. Напоминаю, в винерах Тайгер Поп и Верикс остались. Собственно, хэппи-хаус и Нагорiyuki. И в лузерах Нагорiyuki и Милия Рейдж. I would like to highlight. I really love how Jason punished at the end there with the Blood Universe, the whiff throw, because of course. Интересно, они без перерывов так идут быстренько. Относительно быстро идет турнир у них. Вот. И я так понимаю, что дальше мы будем смотреть финал винеров. Это Тайгер Поп против Верикса. Соответственно, Хэппи Хаус против Нагорiyuki. Но Тайгер Поп очень близок к тому, чтобы завоевать свою путевку на финалы. Напоминаю, что финалы пройдут в 20-х числах января. Так, 20-х числах января, да. Но реклама. Возвращаемся на Guilty Gear Strive. Топ-8, а если быть точнее, топ-4 остается Ultimate Fighting Arena. Напоминаю, что он проходит здесь Guilty Gear, в рамках Arc World Tour 2023 как квалификационный ивент. То есть победитель этого турнира получает автоматическую квалификацию на финалы Arc World Tour, которые пройдут в марте 2024 года. Соответственно, уже получили свою квалификацию почти все. Турниров осталось не так уж и много. Это вот этот турнир, соответственно, Battle Colisée, который проходит в эти же выходные только в Южной Америке. И Frosty Faustings, который пройдет в Соединенных Штатах Америки в январе. Все. Больше турниров квалификационных не будет в рамках Arc World Tour 2023. Так. И у нас впереди топ-4. Напоминаю вам, что в топ-4 по винерам вышли Тайгер Поп за Хэппи Хауса игрок. И Верикс за Нагорiyuki. По лузерам вышли Сорани за Милию и Джейсон Томас за Нагорiyuki. То есть 2 Нагорiyuki в топ-4, что очень и очень недурно. Ну что ж, матч, противостояние персонажей, которых мы сегодня уже видели. То есть Хэппи Хаус против Нагорiyuki, такое мы уже видели. Ну и, соответственно, это бой за выход в топ-2. Топ-2 в гранд-финал по винерам. Surely beloved by the crowd as we are preparing our winners finals for our UFA 23 bracket. Going to be a guaranteed top 2 finish, guaranteed winners side grand finals for the winner of this one. Ну что ж, поехали. Поехали. I don't think they have faced against each other. Of course, you are seeing the winner, Tiger Pop, looking to defend the crown. And not just defend the crown, not just take the UFA trophy, but also book a place in next year's finals at the Arc World Tour. Standing against them is a seasoned competitor, Verix. So frightening, so scary with the Nagoriyuki. Composed, but also able to go unhinged. Матч за выход в топ-2. Just like we saw against Sorani. Let's see who will be the one to win this set. К слову говоря, на финалы пока что не отобрался ни один Nagoriyuki плеер. Хэппи Хаус плеер-то отобрался, это Лефин. А вот Nagoriyuki плееров пока не было. Поехали. Сразу с прыжка вперед начинает Тайгер Поп. Посмотрите, как разводит оно на ложный кросап. Ставит клона. Так.
Ой-ой-ой, достает на паниш, но тем не менее Бёрст сразу же отдает. Тайгер Поп и врывается. О боже мой. Так, да, заходит, и есть конферм через выстрел. Все, заряжает себе патрончики Тайгер Поп. Еще заряжает. Еще даст. Все, убивай. Да. 3 раза на стенку положил. И 3 раза, кстати, это положил на стенку, он как раз даст. Командный бросок от Верикса. Так. Найс. Стенка. Овердрайв не стал тратить, что странно. Верикс. Оу, каунтерхит. Найс, перфект. Хорошо. Так. Каунтер. Окей. Ой-ой-ой. Командный бросок. И да, дожимает. 2 перфекта. Сделал. 1-0 в пользу Верикса. Да. Сразу полез в телефон. Тайгер Поп. Второй бой. Так, ставит клона. Тут же Тайгер Поп. Оп. Так. Так. Хороший бэкдэш сейчас был. Красап. Заходит. Так. Жмет в углу. Тайгер Поп. И бросок. Да, заходит. Овердрайв делай. Да. Конечно. Так. Каунтерхит. Ломать стенку с Вайлда Салта. Новый спешл также дает Мити при поломе стены. Но жрет метр буста. Ну, полметра буста. Так. Ой-ой-ой. О, ничего себе, с ролла забирает бросок сейчас Верикс. И убивай. Слушайте, Верикс прям... Хорошо, хорошо. Знает этих ваших хэппи-хаусов. Так, так. Лоу-лоу заходит и да, ломает стенку Верикс. Окей. Найс. Одно попадание. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще один контер влетает. И еще один перфект получает Верикс. Однако Тайгер Поп так оттолкнул наушники свои беспроводные модные. Ну так, Верикс волнуется, судя по виду. And it was hard. It was like, I think he was down 2 at one point, right? And he made the comeback. So we've been seeing Verix come back, and it was the same with Tremor yesterday. I'm pretty sure he was 2 down and he made the comeback. So we've not seen Verix in his comfortable position having the lead. Так. And how is anyone dealing with it? Tiger Pop. Протаскивает и овердрайв сжигает Тайгер Поп. Ага. Ломает стеночку, да. Оу, влезает в этот гэп Верикс. Ага. Найс. Так. Оп, оп, оп. Угу. Патроны заряжает и убивай. Найс. Хорошо. Тайгер Поп сосредоточен. Тайгер Поп как диджей еще умудряется между раундами там звук подкручивать себе. Ой-ой-ой, красав! Заходит Красандр от Тайгер Попа. Бросок. Так. Угу. Бросок в ответочку. Оп, Бёрст отдает все-таки Верикс.
Goes for the low. О, на стенку положил, и овердрайв делает Тайгер Поп. Positive bonus once again. Ага. Кёрст закидывает. Ой-ой-ой, ой, как пропускает. Пропускает Верикс. That was, oh, that's so unfortunate. Wasn't actually a combo, went for the YRC. I think. Так. I don't know, like, I need to rewind that and see what happened. Бой 1, Тайгер Поп отыгрывает 2-1. But I know for sure is that Tiger Pop winning game 4, starting the comeback. Still looking very Ой-ой-ой, лоу difficult, заходит. though, as Tiger Pop still Ага. getting the knockdown. Trying to walk Прессинг Phoenix, от but Тайгер Shimmy Попа. catching the backdash into their search mucking again. Найс, ломает стеночку. Seems like he's found an answer. Окей. Tiger Pop and the pop stands are pretty OP as he makes this 2-game deficit Так. smaller, and there we go. Стенка, овердрайв. And I'm also going about Street Fighter 6. Интересное решение. Мог овердрайвом, мне кажется, убить. Оу, но на бэкдэше. На выстрел поймал. Sniped on the way back. And now Tiger Pop with the Big. opportunity to bring us level to 2 games apiece. Medic has completed a similar comeback. See, he'll be Так. one on the receiving end Дастом of it. заходит. Tiger Pop gets the wall slump, but Оп. breaks the wall with И the ломает. wild assault hard knockdown. Trying to keep the pressure up. Gets the roll. Еще один красавандар. Залетает от Тайгер Попа. И овердрайв всаживает он. Tiger Pop still has bar. Keep going. Oh, baiting the burst as well. Ой-ой-ой. Tiger Pop not finishing Пиксель it, остается. though. Но, тем не менее, Running Верикс. Uh-oh. Бёрст отдает. О, нет. О, Okay, нет. okay. Да. Уж. Yeah, I had to do the circus music for Tiger Pop. He would have wanted it. As he has Blood got Rage the активировался. chance to place И, Happy Chaos. соответственно, за это был наказан. 2-2. Верикс 2-2. Are back level, just like we started at 0-0. Tiger Pop Tiger counting Pop. himself for the crowd. Как бы просит успокоиться, Ahead in the дать game, ему five сосредоточенно играть. deciding one. It is winners, finals, the winner of Ну, this наверное. again. And the grants on the winner's side. Tiger Pop Так. immediately on the offensive. Да, He is заходит, good, but но forcing Бёрст the burst отдает. out Все-таки of Верикс. Felix. Moving О, не избежал slowly Кёрста. towards Еще Tiger раз. Pop, jumping on the curse ball. Good block at the 5D as well. That Так. was grimy. Seen Tiger Pop do that a couple of times. You commit to hitting the scapegoat, and he will punish you for it. Oh, he's slipping out of his grip. Ну что ж, что-то как-то поплыл немножко этот Верикс. Чуть-чуть хп у него остается. Будет ли камбэк? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, тяжко, тяжко. Так, зарядил концентрацию. И Найс хорошо сбивает, но еще не убивает, однако пиксель остается. И это матчпоинт уже для Тайгер Попа. Ой-ой-ой. Последний шанс, Верикс. Ну что? Спасти этот бой. Но, да, заходит. И овердрайв? Да, все непременно. Но, наверное, даже не убьет. Нет, конечно, нет. Так. Даст. Поблочено. И еще один даст. Жесть. Найс. Ну что ж, Тайгер Поп выходит в гранд-финал по венерам. 2-0 проигрывал. Но, тем не менее, очень агрессивную игру включил, и это помогло. The defending UFA champion looking to confirm his spot as King of Paris and as well a spot at Arc World Tour 2024. One more step, 3 more games, and he will be there. You make it sound so easy. But you're right. Mathematically, Пока что you в are финалах correct. 3 more Арктура games. только He один will Happy be House. there. Это Лефен, который People выиграл coming up, Evolution. people Ну, в этом on году. his tail. Пока что. They're three. Сколько их будет? People that know him Вопрос. best in Europe. That's scary, Yeah. honestly.
We saw a neck-and-neck set with GGST already, and I will not say we're growing tired, but because it's time, it's a stellar set. But Sorani and Tiger У нас впереди матч Сорани против Джейсона Томаса. Соответственно, это Милия Рейдж против еще одного Нагорьюки. Много сегодня Нагорьюки мы видим. Их в топ-8 вышло 2. И теперь в топ-4 вышло 2. У Мишо уже давно... Во-первых, у Мишо давно играет на соле Бэдгай. А во-вторых, у Мишо еще не выиграл свою квалификацию. У него нет квалификации. Так что... Пока. Может, еще выиграет, конечно, но пока что нет. But you know how people be with like, oh, that's online, do it in real time, do it offline. Здесь, как видите, у Мишо занял 7-е место. They're gonna have to go through. I feel like these two characters would be like at a temple, the gods, like the gargoyle statue gods. Ну а пока что, как мы и ожидали, собственно, и предсказывали, Тайгер Поп, как главный фаворит этого турнира, он вышел в гранд-финал по венерам. Байкинов, смешная шутка. Tournaments where if you didn't know, like internationally about her, this is it. This is kind of like ну что ж, матч за выход в топ-3 по лузерам, естественно. Time to take notice, I'd say. Oh, absolutely. As both players have had their fair share of history against each other as well. It's really interesting, actually. Sorani, Jason Thomas, and Tiger Pop are sitting next to each other while waiting between matches. So very, very good friends, and the fact that they are sitting next to each other doing a tournament, all three of them still in the competition with such high stakes, I think just speaks volumes of their maturity and their friendship. Because по поинтам, ну попадет, если по поинтам, ну наверное попадет. And they train a lot together, even with their sets in online tournaments against each other. So it's going to be. Если попадет, то попадет. Не надо забывать, что еще как бы еще один турнир впереди. Пока что по поинтам, ну, вроде попадает у Мишо, Ноубанхаймер, возможно, ну, Тюрара, возможно, Тай. Ну, TY в смысле. Но у них еще рейтинг так долго там обновляется. Это не последняя квалификация. Еще одна квалификация идет параллельно в эти же выходные в Южной Америке, Battle Колизей. И последняя квалификация будет на Frosty Fountains в январе. То есть все. Январская следующая квалификация, январская, она будет последней. А сегодняшние две квалификации, они вот как раз таки предпоследние. Так что не так уж много турниров-то осталось. Ну что ж, поехали. Ох, трейднул. Но здесь, конечно, Сорани нужно... Ух, Сорани нужно как-то вот... Посмотрите, еще ничего не произошло, у Сорани уже хп-то нету. Мало, очень мало хп, конечно, у этой Милии. Так. Лоу-лоу. И Окизема. Так. Ой-ой-ой, красав зацепил. На пикселе повисает. О, боже мой, в чип может убить. Да, метра не было уже. Привет. Так, сразу вливается Томас.
Так, ой-ой-ой-ой, пропускается ранее. Боже что мой, сколько дэмэджа сносит без ничего. Лоу-лоу, и это 1-0. Вот так, пару раз махнул, и все, и у Мили уже нету хп совершенно. Ну, вообще довольно интересно, как Сарани, будучи играя на Мили, добрался до топ-4. Ой, два красапа летает. The Game Awards будет рестрим. Сессия ответов на Мороз пока не знаю, когда. Кантер-хит. Хорошо. Оки. Так. Найс. Отлично. За антиэриал Джейсон. Так. Найс. Ломает стеночку Сарани. Опа, желтый РЦ. И отлично. Бэкдэшнулся от командника Сарани. Но не убил, он дропнул. Тихо. Но один пиксель остается у Джейсона. РЦ. Найс. Выпрыгнул из броска. И красапом убил. Вау, ничего себе. Достает как Джейсон. Найс, контрхит. На предикт машет Джейсон Томас. Оп, бёрст отдает. И угол. Так. Хорошо, воздушный бросок. Ой, как достает Джейсон Томас. Шими. Нет. Ага. Оп. Лоу пропускает и ОТГ от Джейсона. 6. Так. Красап заходит. Оки, красап. Лоу-лоу. Так. И бросок. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. И да, дожимает Сарани. Ха. Достает все-таки. 1-1. Так. Кантер-хит заходит. Сарани, но бёрст тут же дает Джейсон. Окей. Кантер-хит. Ага. Оки. Так, красава поблочен. МТ-лоу. Ой, все поблочил, но тем не менее лоу пропускает Сарани в конце. Сарани, точнее Джейсон. И чуть-чуть хп остается у Джейсона. Бэкдэш. И да, есть фиг-паниш от Сарани. Погнали, лоу. Ой-ой-ой-ой-ой. И овердрайв. Всаживает Джейсон. И это не смерть еще пока что. Но... ОТГ. Нет? Так. О, командный бросок. Угу, от Джейсона Томаса. Так. Угу. Найс, достает. Так. Тогда даст. Нет, вифнул, но при помощи Роман Кенсел засейвил. Очередной этот красап волшебный от Сарани. Так. Ломает стеночку при помощи Даста. Ой-ой-ой. Найс, хорош. Но, господи, как же не вовремя упустил Бладгейдж сейчас. Томас упустил и за это поплатился, конечно. Лоу-лоу. Угу. Красавчик. Заходит очередной от Сарани, но бёрст отдает Джейсон. Так.
All the normals there. Выпрыгнул. All the I feel like АЦ. Jason's going for an air throw. Оп. Wow, the block on the 2-8. Хорошо Process поблочил. claiming another victim. Both of these characters Так, свой бёрст отдает Джейсон Томас. gotta be careful. Millions hitting twice. A little bit easy to confirm, but even on block has the option to go for a high-low. Так, чуть-чуть ХП осталось, и да, доходит от Джейсона. Jason Thomas able to finish things off. It is 2-1 the Italian. One more game 2-1. to give us a Nagoriuki mirror. The clash of styles that we've talked about so much. Будет ли миррор-матч на Горюке? Скоро мы это узнаем. Но тяжко Сарани приходится. Кантер-хит. Есть конферм. Хорошо. Так. Аверхед. Ой. Ну, посмотрите, как все это задетектил Джейсон. И вот она, аверхедная луна, убивай. Окей. Так. Выпрыгнул с командника Сарани. Ждал и выпрыгнул все-таки. Вау, хороший антиэр и бёрст тут же отдает Сарани. Так. Так. Растом проламывает стену. Ой-ой-ой, заезжает лодочка и бёрст. Да, отдает бёрст Джейсон Томас. Да ну, неужели поймал? Нет, не поймал. Все, убивай. Так. Матчпоинт для Джейсона Томаса. Oh, the Capel whiff, that was crazy close. Так. Okay. Maybe Nago doesn't need a fade. As the Capel faded past his head. Right, breaking the wall, not much damage, but a positive bonus coming clutch, I feel. I did he said. Откусывает ХП и да, воздушный бросок. И теперь позиция неудобная для Сарани. Так. Оу, контрхит, однако бёрст отдает Сарань. Оу, ничего себе. Был контер. Чуть-чуть ХП остается. Буквально на одно попадание от Джейсона. Ой-ой-ой. И бросок воздушный забирает. Ну что, таким образом Джейсон выбивает Сарани из топ-4. Сарани остается на 4-м месте. Ну а Джейсон Томас за Нагорюки встретится против Верикса за Нагорюки тоже. Итого один Happy House и двое на Грюке. Good strategy. Very good strategy when you, especially when you got to play people with this high level and the amount of people, right? It's good to be someone who can't be read, right? Obviously in games you don't want to have a pattern, so being unorthodox is a skill within itself and a perk for that player. But yeah, just having Verix, and as you speak to him, if you speak to him, he's Что ж, mirror match. willing to express his emotions and tell you how he's feeling, if he's nervous, if he's excited, if he's feeling confident. But yeah, just from Нага против Нага. Ну и победитель выходит в гранд-финал против Тайгер Попа. Character on the map as well. Hopefully we get to see her a lot more because her skill would be wasted if she doesn't get to go to some tournaments outside of Europe for sure. I think in Europe it's pretty much a household name now. Yeah. It's time to take it, to export the goods. Jason with the thumbs up and showing off a little bit the eyebrow raise.
So as relaxed as ever, Verix even teasing a smile. As this is the losers finals. Verix and Jason Thomas, Nagori Yuki Mirror. The calm and collected against the storm. Actually, Spirit, I'm surprised that Jason did want to go for the mirror, because like we said, he has a Rolodex on his roster of characters to pick in tournament and be successful with. But maybe there's a little bit of pride here, being I want to be the Nago. Yeah, I think that is definitely something. Ну что ж, поехали. Кто из двух нагов выйдет в гранд-финал? Бёрст сразу же отдает Джейсон. Ага. Пытается ворваться. О, почти достал Верикс. Так, Бёрст отдает уже и Верикс. Жмут в углу. Так. With PRC there, but Verix keeping the defense up. 5H counter hit, and Verix. Ой-ой-ой. Как быстро расправился со своим оппонентом Верикс. Кантер. Так. Ой-ой-ой, уровень крови уже почти на максимуме от Верикса. Поэтому он очень пассивно играет сейчас. Giving out the pressure. Very high blood for the Italian. Так. Fukio forward. Hasn't attracted enough blood to be able to afford it. 6K got blocked. With a body from Verix. Ой-ой-ой, командник. Так. Keeping out the pressure, catching Jason with the low. Ну, смотрите-ка. Will complete the game. Verix taking game number 1. Not letting Jetstream attack. Great staggers, the lays. Так, вырывается Верикс тут же. Оп. Бросок. Микс. Лоу. Пропускает Джейсон. И еще бросок команды. Ой-ой-ой. Жмет Верикс. Ну, пока что очень успешно действует. Так, стеночку впечатывает Верикс. Мало что может Джейсон противопоставить. Лоу, ой-ой-ой. Запанишил Верикс. Окей. Сначала набейтил, потом запанишил. Так, Бладрейдж активируется. Ой-ой-ой. Наказывай. Есть наказание от Джейсона. ХП улетает. Наконец-таки маска возвращается. Но все равно дожимает. Соло Верикс. И это 2-0. But I feel in those moments, these pressure situations where you're under so much like tension, you don't look at simple things like resources like that, right? Oh, well, Gold Lewis, he's done this before. That's what I was saying. I'm surprised. Да ну. Да ты шутишь. Неужели контрпик? Неужели будет контрпик? Nagaruki has got you to top 3. I don't think it is now time to switch off. Of course, has claimed a lot of victims, most notably. Не голдлю, если Диккенсон. Случаем, нет? Definitely making Jason ponder a lot, think about his choices, but it is confirmed Jason that задумался. heading into the third game. We have seen a couple of upsets already from 0-2 to 3-2. Now Jason looking to be the one doing it now. Verix Нет, похоже, нет. Нет. Will he be on the receiving end this Думал, time around? но остался все-таки на грюке. Ой-ой-ой, контрхит заходит от Верикса. Еще один контер. Ой, блин.
Найс. О, и тут же на мите пихает. Матчпоинт для Верикса. Ой-ой-ой. Так. Есть конферм через даст. Оп. Так. Найс, половина бёрст-метра потратил. Джейсон. Чуть-чуть хп остается. Ой, как прорывается Верикс. Но этого мало. Желтый РЦ. Так. Найс. Как вырывается. Ё-моё, на одном пикселе. Оу, боже мой. Да, Джейсон упустил он этот момент с Бладрейджем, Бладгейджем. И, соответственно, активировался он так не вовремя прям. И таким образом Джейсон занимает третье место на Гирюке. И отправляется домой, а в гранд-финале у нас Happy House, он же Тайгер Поп, против Верикса, он же Наго. Solid focus when he goes into games, but he has shown that he can play very, very crazy in your face. Very, very crazy. We are so used to, I remember even at Evo saying, this guy will just walk up to you and do close S. He won't dash, he won't Fukyo, none of that. He'll do jump heavy every now and again, but he is so in a flow state where it's like, I know you're so scared of me, I can just stroll to you. Последний бой, гранд-финал. Ну и, соответственно, еще раз напоминаю, что победитель получает путевку на финалы. Финалы Arc World Tour 2023, которые пройдут в марте. И очень скоро мы узнаем, кто будет этим человеком. Тайгер Поп, либо Верикс. Напоминаю, что Тайгер Поп уже побеждал Верикса. В тяжелой такой битве со счетом 3-2, но тем не менее побеждал. Оу. Хайп! The first one from the winner's side is going to be the defending UFA champions. Итак, вот он, Тайгер Поп, игрок из Великобритании за Happy House. Он вышел в топ-2 в гранд-финал по винерам. Definitely wanting it. Music really hype as well. I didn't know he was allowed to dance. I'll do that. But I can't hear it. It's gone quiet. It'll come back. It'll come back. Yeah. It goes up when the players start, you know, going down the catwalk, down the red carpet. Speaking of comebacks, someone who needs a comeback. It's going to be none other than Verix. Ну и его оппонент, вышедший по лузерам, гранд-финал, Верикс. Между прочим, игрок из Камеруна. По крайней мере, у него такой флаг. They missed it. They missed me pumping. You missed it. Sorry, guys. Too busy showing the French commentators. You missed the pumping. So we have a run back of the winners finals. Taiga Pop on the winner's side. Verix on the loser's side. Coming back after defeating very emphatically and inspired Jason Thomas. But the Italians run had to end the third in front. Итак, гранд-финал. Решающий матч. Да, Тайгер Поп сбросил Верикса в лузера, но битва та была очень близкой. Ни в одну, далеко не в одну калитку.
making a fantastic comeback, and now the comeback must be done by Verix. But tides definitely in favor of Tiger Pop. Tiger Pop needs only to win 3 games. Verix needs to reset the bracket, needs to win 3 games and then 3 more to win UFA 2023, and of course that spot in the Arc War Tour finals of next year. I want to put you on the spot, Retsu. Hit me. Is there going to be a reset? Yes or no? Just a reset. No, who's going to win it? I'm not gonna lie, I don't think so. You don't think there's going to be a reset? Ну что ж, Like, unbiasedly, I want there to be a reset for more matches because these two have just delivered us every single round, every single game. Они-то, But не знаю. if I had to use my head, if I have to think logically, I don't think there will be a reset. Tiger Pop, when he is in this position, I think, when he has the momentum, it's going to be really, really hard to stop. Ну что ж, начинаем. Гранд-финал. I'm going to say Verix resets the bracket. I don't know if he wins. I think he's going to reset the bracket. Seeing the previous Кто matches, получит how этот he заветный has слот в финалах kind of shaking Arc off. World Tour? I guess to a degree it's like a stigma where people are so used to how he plays. They're like, okay, if I'm patient, Скоро узнаем. I don't crack, I focus, I just wait. And because Verix is very known for not popping, Так, people пока они там establish that he проверяют won't do кнопочки, something всё because нормально. he'll put himself in danger or risk of getting the blood up. And from the last couple of games, he is throwing caution to the wind. He's like, if I can get a W from doing this, I'm going to do this thing. So, chat, you have to decide and vote. I say there is going to be a reset. Retro says no. What do you guys think? Is Verix going to be able to reset the bracket against the Tiger Pop UFA's winner from last year? Can he do it? The reigning, defending, ultimate Так. fighting arena champion looking. Поехали. Последний бой. Гранд-финал. Даже начинает очень резво Верикс. Но, ой-ой-ой, вот это шимми. От Тайгер Попа. Так, Даст, мимо. Оп, клона ставит и тут же убирает Верикс. Ага. Найс, хорошо синтерил. В углу очень осторожен Верикс. О, как врывается. И еще раз. Убивай. Первый раунд за Вериксом. Окей. Так. Жмет в углу своего оппонента Верикс. И овердрайвом ломает стену. Ну, почти убивает. Чуть-чуть пока остается у Тайгер Попа. И да, подъехал. Перфект. 1-0. Probably it's like 10 perfects in just this top 8 alone. Literally. Literally. When he starts, there is no stopping Verix. That is why you need to put the stop sign up immediately. Так. Otherwise, it will run down like this, putting you up in the corner. And the harassment may start. 6H. Tiger Pop trying. Контрхит на вип-паниш от Тайгер Попа. Хорошо. Пока читал в прыжку Верикс, пропустил лоу. Окей. Два красапа. Ничего себе. От Тайгер Попа. Окей. Ломает стенку. И... Окей. Так, решил аккуратничать Тайгер Поп. О, командником убирает уровень крови. Верикс. Так. И должен убивать. Даст! Нет, Бёрст отдает Верикс. Еще не убил Тайгер Поп. Ага. О, господи! Да. Активировался Бладгейш. Бладрейдж, извиняюсь. Так, Даст. Лоу-лоу заходит от Тайгер Попа.
for understanding. There to air is going to the bullets. The BRC overhead is also just as good. Так, Wild assault. ломает стенку Тайгер. Knockdown yet again, and Tiger Pop enjoying a Ой-ой-ой. lot of offense. Gets also the Бросок. grab, 1 bar of tension available. Даст, The не back отвифнул, from но при помощи Verix РЦ escaping the зацелился. fight, but there is no escaping when you're knocked down. Так. But it's still Verix is not out. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ну как тут выживешь, как тут подобраться к своему оппоненту? Когда еще и концентрацию он там стоит, заряжает. Третий бой. Оп, оп, оп. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще ломает. Кошмар, кошмар. Да, вот сейчас было опасно с этим бэкдэшем у Верикса, но тем не менее все получилось. Овердрайв он всаживает. Так. Оп, оп. Угу. Желтый Роман Кенсел использует. Тайгер Поп. Командник. Тихо РЦ, да, и дожимает Верикс. Так, Мити. Бросочек, тикс-ролл от Тайгер Попа, но золотой бёрст получает Верикс, тем не менее. Так. Ну что? Кидает ХП. Ой-ой-ой, в контрхит заходит Верикс. Блин. Пытается выпрыгнуть Тайгер Поп. Ой-ой-ой. Ой-ой, ну что, Тайгер. Хорошо, нашел какое-то окно. Отлично! Есть попадание, но еще не убьет. Нет, наверное, не убьет. Ну-ка. Скелится. Все, заскелилось. Так. Ох. Дожимает все-таки. Так. Даст. Ой-ой-ой. Есть бэкдэш. Так. Так. Чуть-чуть хп остается у Верикса. Выстрел. Ой-ой-ой, желтая Ц. И убивай. 2-1 в пользу Тайгер Попа. Один бой ему остался выиграть. Теперь время задумываться Вериксу. Don't think we'll see a character change. I know. I'm trying to speak it into existence. Asuka? Verix? No. We're not getting Asuka. Okay. All right. Just wanted a moment. Wanted to think about it. Ну, не знаю, сможет ли Верикс повернуть ход боя. Не так-то просто все это. Прям смотрите, как думает, размышляет. Ага. Так. Так. Ой-ой-ой. При помощи лоу-клона убирает Верикс. Кёстом закидывает Тайгер. Суперка. Убьет? По-моему... Да, убивает. На стенку положил. Почти затерял. Оп. Так. Так.
He is getting sliced up. Timeout. Brown bread. Ну что, смотрите, Верикс все более и более уверенно. Roundest of breads. Все более и более уверенно Yes. действует. Damn. Ну что ж, 2-2. 2-2 with a swiftness. I don't know what he thought about in that 2 seconds when he went back to counter select, but let me know. Let me know. DMs are open because I want to be that good. I want to have 5 seconds of, oh, I just simply need to be better and win. The Eureka moment for Verix could have been Решающий бой в этом the сете. one to give us a reset. Кантер-хит Big заходит, counter однако into Бёрст сразу же Ryuki. отдает Тайгер Поп. First saving Tiger Pop. Run and cut into the 5D. Gets an opening, but drops the combo. Так. So Verix in the corner, in the close. Кантер-хит заходит This от time, Верикса. no burst to save Mr. Pop. As Verix Так. getting some good chip damage at this stage. He's got no burst. He's got no burst. Мгм. He's got no Ой-ой-ой. burst. И это ресет No burst, брекет no point. lie. Verix one Дожимает, round away from дожимает. resetting the bracket. Tiger Pop's thinking, Верикс. hold on. You don't want to go back to 0-0 with this demons that has been unleashed with loser side Verix. Так. Back throw. Tiger trying to take back the initiative. Good patience from Verix, but Ой-ой-ой. then gets baited on the counter hit. Овердрайв. Tiger Pop with the Конечно, Deus Ex надо Machina. всаживать. Но не убьет. Had 50 tension, but Очень wanted много to get as much заскейлился. damage as possible. 15 Однако bursts, хард excuse me. нокдаун. И Trying to walk поехали. Verix into the corner. Trying to give us a final game, final round to block on the BRC Ох. overhead. Verix defense is on point, but no Бросок. against the grabs. C4, final game, final round. For all the marbles for Tiger Pop. Verix Ну что ж, needs a это reset. tournament point And Tiger для Pop Тайгер with Попа. so much И сразу сходу он кладет на стену. in his round Ломает start. ее. Hits the break, the Так. glass. The damage isn't high though, especially for Nago. Back actually catching him Nice. contest. Red two. Ой-ой-ой-ой. Ну Are we что, seeing it? Верикс, будет Are we ли? gonna give this guy the belt again? Будет ли сила на ресет? Definitely looking like it. 2 bars of tension, trying to shimmy and throw. Так. But Verix has Beyblade in his plans. 1 bar of tension has been built up. But there's a blood universe restoring the blood. Tiger Pop тихо. has to defend for dear life. Хорошо, на стену Early положил. wall stick Но овердрайва into the нету. wall assault, and now maybe one final interaction for Verix to Так. get with the wall assault. Так, One желтый and РЦ. zero. Save Ой, выпрыгнул и убивай. And Verix Найс! 3-2. Верикс забирает этот бой и сбрасывает в лузера Yo, Тайгер Попа. Ну что ж, счет обнуляется. Stand corrected. But yeah, what did Verix think about in that pause? Tiger Pop. I'm simply top 6 Evo. That's what he said to himself. Фух. I got 6th. Tiger got 9th. There is no way he's getting away with this. Power scaling. I am mathematically the Близко. better player. Близко у них все. That's the century. Yes, mathematically, he is just better. Numbers do not lie. Верикс отомстил Тайгер Only Попу people за поражение в survive финале and винеров, gunslingers from Slough. причем с тем же счетом. Boy. Man. Now, this is a test. This is a test of your metal. Does Tiger Pop strengthen or crumble? These are the moments that make top players. Так, погнали. And Let's go. we saw Verix Оп, хорошо. Бёрст come отдает. back from that Тайгер Поп moment. вынужден So это Tiger Pop делать. gets a 3-game comeback in winners finals. Просто And now подошел, Verix бросил. was Даст. the one who made the comeback. Is Tiger Pop strong enough to come back Так. from this? A very good start in our recent grand finals. Keeping up the momentum. Так. Verix, Оп, врывается с полуквина Верикс. with the Beyblade. Full Bardo from Tiger Pop chooses to go for the burst though. Double BRC forward. But Да. there is no escape from the 2-8. Лоу заходит, He's feeling даст tension, he used еще. 100 tension. What И for? это What раунд did you в пользу accomplish? Верикса. Don't Так, scratch, так, don't так, not так, scratch that beard. Stay Смотрите, calm, чем дальше collect идет, instincts тем and больше fight. Тайгер Поп начинает Because сомневаться. Verix can smell, he can sense, it's palpable right now, your fear. And I Так. get it, my dude. О, This еще is один контер Verix's влетает от Nago, Верикса. but you have to keep composed. Back to the wall, stabbed in the heart. И это The cloud 1-0. is down and Verix has Очень, won очень with быстрый another бой. pairing to add to the record. Tiger Pop, maybe you need to go back to character select. Think about it, my dude. I don't want to see you go down like this. I want to see close games, but I don't want to see anyone get 3-0'd after having such an amazing run. This is a rough spot for Tiger Pop. And I like what I'm seeing here, Tiger Pop definitely taking his time. The crowd popping off. All for Tiger Второй Pop, бой though. второго There сета. is no instance of
Верик все более и более уверенно себя чувствует. Бёрст отдает Тайгер Поп. No, you're right. Real quick, everyone in chat. Shout out to Senegal. If you're from Senegal, let your guy know. He can't see the chat, but I'll pass it on to him. I swear. Give Verix your energy if you want him to win, and he needs it real quick because the Очень осторожен Верикс. Командный бросок. Ой-ой-ой-ой-ой. На Оки врывается. Лефин участвовал, он 9-е место занял. Посмотрите, как останавливает Верикс. Ой, поплыл Тайгер Поп. Что случилось? Ой-ой-ой. Жмет теперь Тайгер. Кросап зацепил. Работаем. О, достает, достает. Наконец-то раунд отжимает Тайгер Поп. Ой-ой-ой. По раунду уже нету. И вот он, прессинг начинается от Верикса. Ломает стенку. Так. Тихо, тихо. Найс бэкдэш. Ой, хорошо, от бэкдэшится сейчас Тайгер Поп. Но все равно бросок забирает Верикс. 2-0. Ох, хо-хо. Тайгер Поп понимает, что у него проблемы. У него возникли проблемы. 2-0 вовсе не в его пользу. Не в пользу Тайгер Попа. I'm telling you, Verix is an area die of this matchup. He had to be. He stuck with his character from day one. Yes, people didn't like him, but when it came to Happy Chaos and people saying it's so hard to get in, he went, you know what, I still don't have mobility, but I'll find a way. Очень напряженный момент. Неужели Тайгер Поп не сможет выровнять ситуацию? And brought it back to 3-2. At least 3 matches this whole tournament, including yesterday and the team tournament. He is here. 2 games up. Итак, поехали. Ой-ой-ой, сразу золотой бёрст делает Тайгер Поп. Неужели это часть плана была его? Так. Ой-ой-ой. Нет, не зашло. Ломает стеночку у Тайгер Поп. Ай-яй-яй, прессинг, прессинг. Как мог уворачивался от этого прессинга. Сэмерс. Ой, это все Верикс. Ага. Врывается Верикс. Оп-оп. Найс. Бэкдэшнулся. На вейке Тайгер Поп. Ой-ой-ой. Бёрст отдает. Тихо. Бёрст есть у Тайгер Попа. Так. Ой-ой-ой. Пытался сантиерить, но поздно. И в итоге красапом зашло. Вот Тайгер Попа. Ломает стенку. Так. Ну что ж, один раунд отыграл Тайгер Поп, тем не менее. Этого, конечно, мало, но уже начало положено.
for me to make an error and you capitalize on it. So he went for a mix, even though he had no reason to. It's Happy Chaos versus Nago, my guy, and he went in. This is why Tiger One is the champion. Так, and he's погнали. trying to take another belt to add to his collection. Let's go. Да, вы посмотрите на эту оборону от Верикса. Все поблочил. No concentration, and the concentration is out for Tiger Pop. But the whiff throw will be music to Tiger Pop's Так. ears, catching the backdashes over that 2K. Tiger Pop now enjoying a good spell of offense. Has the burst though. Back him up. On Phoenix immediately in his face. Все, выживает Тайгер Поп, но ненадолго. Accepted, received, and he's putting his stamp on it. Yeah, he's saying no. Убьет? I'm gonna rush you down there. Да, убивает Верикс. И таким образом это торнамент поинт для него. And it is all down to Вериксу this остался very один outstanding раунд. on standpoint. Один раунд, чтобы завершить Starting off with the Shizuryuki. Not out этот of турнир. damage, but we'll have Tiger cornered up. Block the universe. Так, Unleash the так. hell of the blood. Ой-ой-ой, контрхит. Into the wall assault that is far for Phoenix. This may be one final interaction. Catch the back, no, but still gets the force match. And ladies and gentlemen, Ой-ой-ой. going to the И все-таки, final. ну невероятно, и все-таки не смог. О, господи, не смог Тайгер Поп добить своего оппонента. Там, смотрите, комментатор там плачет аж. Непонятно, от счастья или наоборот от досады, но тем не менее, вы посмотрите, он, правда, наверное, от счастья все-таки плачет, да? Игрок из Камеруна. Невероятно звучит, правда? Но тем не менее, Соло Верикс за Нагорьюки становится чемпионом Ultimate Fighting Arena по Guilty Gear Strive и зарабатывает путевку. Путевку на финалы Arc World Tour. Он первый Нагорьюки, который заработал эту путевку в финалы. Жесть. Вот это да. Crowd now popping off both for Phoenix and for Tiger Pop. So of course, sick sign of sportsmanship as we are getting our top 8 of UFA 2023 all on the stage for the award Ну что ж, ceremony. приглашаются на сцену все участники топ-8 Guilty Gear Strive для награждения. I need you to understand, like, Verex's mental is unfathomable, man. Like, Жесть. the amount of pressure that must be. Like I said, his face is so stern, you can't tell. But you can imagine the pressure. Happy Chaos is left, right, and center in the EU, man. Left, right, and freaking center. And he still manages to come on top with a character. Yeah, he was hated, but he's clearly got flaws. Yeah, he got buffed as well. But when it comes to mobility being Ну, the name of the конечно, game, especially when you're against a character that can zone you so well and guard crush you, у Тайгер Попа будет еще шанс. Я уже ранее сказал. Еще будет один турнир Frosty Faustings, американский, на котором может, точнее, на котором еще один слот будет разыгран. They can do a finer job than us. On va commencer avec la cérémonie. Chacun prend encore Street Fighter. Donc, je vais essayer de pas trop traîner. On va commencer directement tout à gauche. Ça devient tout droit des États-Unis. Tonnerre d'applaudissements pour Umisho. Ну что ж, седьмое место. Седьмое место зарабатывает Умишо. Игрок за соло Бэдгая. Ça c'est bien, ça c'est la bonne communauté. Derrière on enchaîne avec l'Espagne. On applaudit pour Crema s'il vous plaît. Также седьмое место. Игрок Крема за Чипа Зануфа. Блин, хера там атмосфера какая. Пятое место. Разо. А, нет, это не Разо. Пятое место. Дейзеnologist. Игрок за Хэппи Хауса.
had a really good show, and like I said, he took out some beasts to get to where he was. And again, showing that in the mirror match, he's that guy. Также пятое место. Разо. Разо, игрок за Лео и Джованни. I enjoyed the Geo, but clearly I want the mistress of the mayhem monkey madness, Razzo, to bring the Leo out in tournament. I love it. Leo's around. Speaking of best characters around, none better than Sorani in EMEA. Четвертое место. Игрок за Милью Рейдж. Сорани. Oh yeah, like, I mean, the numbers are one thing, but when you talk about the context, the players that Sorani took games of and beat, it speaks for themselves. But speaking of beating players, Jetstream has beaten the best of the best. Today, couldn't make it to the top. Третье место. Джейсон Томас, игрок за Нагарiyuki. Jetstream might be a thing of the past. This is the Jason Thomas era, and I'm scared. I'm very, very scared. This guy is someone you need to watch out for. Because once he starts traveling outside of EU, someone who has traveled outside the EU is none other than Tiger Pop, the defending champion of UFA. Второе место. Как это не обидно для него, но тем не менее, он второй. Тайгер Поп, игрок за игрок за Хэппи Хауса из Великобритании. Ну и, конечно же, чемпион Ultimate Fighting арены по Guilty Gear Strive. Игрок за Нагарiyuki, представитель, ну, по крайней мере, представляет здесь он Камерун. Верикс. И таким образом он зарабатывает путевку на финалы. На финалы Arc World Tour. Он будет среди 12 лучших игроков. Ну что ж, друзья, а на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравился. Понравился топ-8 по Guilty Gear Strive Ultimate Fighting Arena 2023. Мы заканчиваем наш достаточно долгий рестрим, 11 часов. К сожалению, я не останусь с вами на Street Fighter 6, так что уж извините, все уже совершенно не могу больше держаться, к сожалению, да и дела уже.